Второй этап Гран-при России в Красноярске. Произвольные программы мужчин. Смотрим. Как согруппники болеют. Такая сплоченная команда у нас. Можно похлопать. Но чистых прокатов не было. Обещал. Вообще не надо свои выполнять. Наклоняйтесь, мистер. Кто мне обещал чистые 2 проката? Я. Были? Да. Нет. Ну, будут. А мы не обсуждали, где, на каком старте. Ах ты! Следующий гран-при когда у тебя? Омск. Омск. Да. Что в Омске ты сделаешь 2 чистых проката. Хорошо. На поджопнике. Да. Она обыграла моим же оружием. Ну хорошо, он начал. Ну, Потом что так. пошло не так? Ну, не сказал, что прям идеально начал. Салих был не самым лучшим. Дальше первую половину сделал все. Вторую тулуп немножко зажался. Вот, поэтому упал с него. Самый сложный прыжок для тебя это же Салихов, правильно? Да. Но... В прошлом сезоне мало куда его вставляли, особенно в короткой программе. Его вообще только Да, в конце его не было. сезона видела, потому что там Виталия Георгиевна тебе прописывала. Помню, я такое. И в этом сезоне ты уже более-менее его нашел, как мне кажется. Плюс-минус. Теперь какой самый нелюбимый прыжок? Пока, наверное, тулуп. Тулуп. Да. Понятно. Ну, полюби его просто. Какой твой Джеймс Бонд? С каким характером? Спокойный. Вот он отчасти злой. А ты злой? Злой. И? И красивый. Как будешь восстанавливаться? Завтра день перелета. Постараюсь выспаться, посидеть, отдохнуть в самолете. И все. И все, это Да. типа перелет, день выходного. Ну да, у меня завтра уже вечером работа. Работаю с любителями. Вот, тренирую. Поэтому и маленьких детишек тоже. Как можно было Круто. заметить по моим соцсетям. Иногда туда выкладываю. Послезавтра уже на тренировку. Тебе помогает тот факт, то, что ты занимаешься с любителями и с детьми в том числе? Ну да, и, отчасти вижу как бы свои какие-то тоже ошибки со стороны. Вот, могу оценивать со стороны и себя, поэтому немножко по-другому начал как-то готовиться к тренировкам и так далее. То есть теперь ты уже и по ту сторону, где тренеры. И, наверное, в тренировочном процессе ты максимально собранный и слушаешь тренера, а не такая... Тренеров и сам себя тоже вот, прислушиваюсь к своим мыслям и к своему телу. Все-таки уже, так сказать, не 15 лет возраст все-таки дает о себе знать. Ой, все у нас такие возрастные. Все, Ну, я самый старый здесь из Реально? одиночников. Да. И как тебе в этом статусе? Не очень. Ты не самый старый, ты самый опытный. Да. Запомни это, пожалуйста. Хорошо. Все, иди, восстанавливайся как самый опытный. Опытный, иди. Давай, давай. Не пошел на 4-й четверной, хотя была одна бабочка, и это четверной мы не засчитываем. Ого!
Это лучший прикер мы увидели. Спортсмен, который умеет зажечь суды. Определенно. Видно, что ему прям нравится, кайфует от своего катания, от музыки, от атмосферы, которая сейчас вот у нас на арене. Тебе сколько лет? 20. А говорили 19 на 6-минутке, второй день подряд. Да? Ты молодо выглядишь. Как ты ухаживаешь за собой? Да никак особенно. Ну, типа кремчики. Мне да, тоже говорят, что на 15 лет выглядишь. Да, ты молодец, это хорошо. У тебя хорошие гены. Ну давай, по горячим следам. Как оцениваешь свой прокат? По самоотдаче на 10 из 10. По результату итоговому, наверное, на 7. Вот, если бы Лут сделал, но сам виноват, конечно же. Рад, что сделал 3-3 в Сулуп, реабилитировался после вчерашнего дня. Переживал, на самом деле, насчет него больше всего. Да? Ну, как-то да, когда ошибаешься, потом это закрадывается мысль, что ты что-то неправильно делаешь. На самом деле. Закрытый хвост ты. Я легкие держу, чтобы они не упали вниз. Не было сегодня с тобой Светланы Соколовской. Не было. И вчера тоже ее не было. Да. Где она? Лучше у нее спросить. Закралась ли у тебя обида какая-то? Нет, ни в коем случае. Ну, мне на самом деле надо себя самого настроить на старт. То есть я не могу сказать, что есть какие-то волшебные слова, которые мне могут помочь. Уже как я себя настроил, так я и покатаю. Ну, а как ты себя настраиваешь? Типа просто сидишь, у тебя все получится. Ты у меня самый лучший, самый талантливый, Не, самый я на самом деле прыгучий. не делаю вот эти какие-то самоубеждения. Я больше стараюсь свое тело чувствовать и понимать, вот что мне на каком прыжке как надо сделать. Видимо, вот не до конца. Вот настроился. многие спортсмены говорят, что надо чувствовать себя и свое тело. Как ты это понимаешь, ну, для наших зрителей, чтобы им стало понятно? Вот ты заходишь, делаешь первый прыжок, и ты должен понимать, что он получился не случайно, а должен запомнить конкретно свое положение, какие-то, может, тонкости, которые ты во время прыжка этого делаешь, куда ты ногу ставишь, как ты руки собираешь. И ей надо зайти, повторить точно так же. Если он получился еще раз, значит, это вот те ощущения, которые должны быть. Ты сегодня не дочувствовал, да, свое тело? Наверное, поторопился чуть-чуть. Может, сил чуть не хватило. Да ладно тебе. Все у тебя хватило. Ну, по итогу-то не хватило. Если бы сделал, хватило бы. После короткой ты был 4-й. Сейчас еще пока непонятно на данный момент. 3 балла у тебя был разрыв до 3-го места. Ты вообще думаешь об этом, ну, во время проката, там, не знаю, теоремы какие-нибудь, там, вот если я сделал вот это, здесь мне можно ошибиться, но вот в следующих элементах мне не надо будет ошибаться. Нет, я стараюсь не думать о том, где мне можно ошибиться. Я понимаю, что у меня вот тот контент, который при чистом исполнении, ну, позволил бы мне, наверное, подняться на несколько позиций. Но по итогу, да, я ошибся, и поэтому теперь не уверен. У тебя на соревнованиях постоянно какие-то Произвольные, такие да. перчатки. В короткой у меня перчатки, потому что я вначале за лед держусь, чтобы рука не намочилась. Не замерзла. Ну нет, она потом мокрая становится, я, бывает, руки начинаю поднимать и разлетаются, и прыжок вот так летишь. Понятно. Да. А в произвольном у меня таких движений нет, поэтому да, но чтобы, наверное, рукава не это. Ага, Не то есть это занимались. не потому, что там тебе удобно, так Потому что это стиль. Новые люди в нашем влоге. Как ты оцениваешь вообще этот турнир? Ну, тяжело, понятное дело, тяжело, очень сильно, потому что и вот эта вот подготовка перед Гран-при, и в целом в Красноярске очень большой
Часовой пояс, Часовой да, пояс, и да. перелеты. Да, перелеты, очень устали все. И ну, произвольную программу было очень тяжело ехать, честно скажу. Да, были помарки, понятное дело, их надо исправлять, чтобы и было и качественно, и стабильно. Ну, вот. Ты когда-нибудь был на Гран-при в тройке? Нет. Ну, это твой дебют, получается. Ну, получается так. Поздравляю тебя. Спасибо. Как будешь праздновать, так скажем? Даже Или не знаю. отдыхать? Я лучше посплю, наверное, все-таки после такого. Сон лучший отдых для тебя. Да, Или я очень баня, обожаю. там кто-то говорит бани, кто-то Не, там мне еще рисование. в Казань ехать. А, так у тебя уже скоро. Ты Да. сам выбирал Гран-при или тебе сказали? Ну, сказали, как бы есть вариант поехать вот в Казань. Хочешь? Почему бы и нет? Быстрее отстреляться, да? Да. Еще у тебя очень красивые костюмы и в короткой, и в произвольной программе. Я знаю, что у предлагаем- тебя швея. Мама. Мама. Да. Да. Потрясающе шьет, честно, мне всегда нравится. Очень красивый костюм. Вот. Ну, участвую ли я в этом? Конечно, участвую. И стразы иногда там что-то помочь подклеить. Какие-то варианты, может, в голове появляются тоже, как наброски. Ну и в итоге вот рождается. Было такое, что тебе не нравилось, а мама говорила, что тебе очень идет? Кстати, вот на удивление нет, не было такого. Почему-то всегда приходили к общему выводу, что лучше, что нет, и ну, согласовывали это, разумеется, с тренерами. Вот. Очень красиво. И очень удобно, я думаю, да? Да, да. Повернись. Все выточено до мелочей. Мама, молодец у тебя. Ладно, давай ждем тебя в Казани. Прям устало, видно, что он не кайфует, а просто как будто бы силы настолько на исходе, что просто ему хочется встать и никуда не ехать. «Спартак» сегодня не в форме. Вот вчера этот матч был выигран. Ну, да, выигран, жалко. Сделал червяной рейсбургер. Первый раз на соревнованиях. Все силы, всю энергию, все свои мысли потратил на четверной ридбригер. Ну, бывает такое, что концентрации немного не хватает. Надо ее, конечно, распределять по-хорошему, пытаться. Да, такая реакция у него, потому что он знает, что проиграл мне спор. Я не то чтобы радуюсь, я всегда только за, чтобы у спортсменов получалось. Но тут как бы спор, есть проигравший, есть победитель. Ну а так, если говорить про прокат, то очень хорошо. Мы увидели четверной ридбригер впервые на соревнованиях. Поэтому молодец, он совершенствуется каждый раз. Новые элементы, новые эмоции. Ну что, вставай. Стою. Ты не так. Сразу вот так. Да. Второй. Ты слишком высокий. Подсядь немножечко, да. Второй. Теперь можно интервью. Да. А что без ботинка? Ну, блин, мне жалко. Как твое самочувствие после? Нормально. Будешь еще спорить со мной? Да. Да. Ну, попозже, не сейчас. Слушай, мы видели твой четверной ридбригер. Впервые в карьере. Впервые. Ну, мне кажется, что ты просто отдал все эмоции на этот ридбригер. Ну, И не потом совсем, на но- следующий прыжок ты как-то это, да? А я уже... вот, обрадовался? ну, конечно, я чуть-чуть в голове быстро радость перемелькнула, но потом быстро пришел в себя, но я уже вот по отталкиванию понял, что что-то я перемудрил на тулуп. А вот дальше собрался. Угу. Дальше молодец. Получается, сколько у тебя четверных Ну, я было? 5 пытался, сделал 4 Дело 4. из 5.
Ну, слушай, молодец. Хотя бы пошел, это же тоже энергия. Лучше, чем в Магнитке. Лучше, лучше. Как отдыхать будешь? Пока не знаю, но в следующей неделе, наверное, посвящу походам в институт. Ну да, у тебя получается 2 гран-при. Два ты всё гран-при, потом у меня весь отстрелялся. ноябрь я пустой. Восстановлюсь, потом начну готовиться к чемпионату. А в учебе как у тебя дела? Пока нормально, без долгов, все вовремя сдаю. Сейчас в этом году практика. Сначала в Что школе. вы практикуете? Как это? Там приходишь в школу, проводишь уроки физкультуры, там сдаешь перед комиссией потом урок. А потом то же самое все на льду. Ну, там уже не можно в своих школах проходить практику. Тоже там Ох, учеба и спорт совмещать, это, конечно, такое дело очень мощное, я бы сказала, и очень сложное. Волновался сегодня? Ты как обычно у нас последний катаешься. я уже 4-й раз, я уж привык. Есть уже какая-то рутина, которую ты всегда Да. делаешь? Пришел, снял конечки, посидел, походил, посидел, попрыгал, посидел. В общем, я сел, встал, сел, встал, сел, встал. И еще поглядывать, чтобы не пропустить, когда завязываться. Удачи тебе в учебе. Ждем Спасибо. фотографий твоих оценок в Выложу дневнике. обязательно. Да. Ну, не в дневнике, в зачетке. В зачетке, ладно, все, иди. Произвольная программа мужчин подошла к концу. Ждем следующего этапа Гран-при в Казани.